Всем привет! Вы на канале Ботан IT и с вами Саня. В этом видео я покажу, как активировать GoldHand на PS4 с прошивкой 9.0 и протестирую его возможности. В этот раз я решил выпустить видео с тестами раньше, чем видео с обновлением. В целом там все точно так же, но если вам интересно, вот подсказочка. Там все рассказано. Это видео создано исключительно в развлекательных целях. Я запускаю Hand только для запуска бесплатных Homebrew приложений. Я не поддерживаю пиратство и призываю всех своих зрителей использовать только лицензию. Все игры, запуск которых вы увидите, есть у меня на лицензионных носителях, и я имею право их запускать. Главное нововведение в 9.0 – это необходимость иметь флешку с записанным образом. Без флешки на момент записи видео никак. И имейте в виду, она нужна на постоянной основе. И использовать ее будет возможно только на PS4. Лично я сразу сходил, купил новую, а старую оставлю как загрузочную для консоли. Предварительно скопируйте все файлы с флешки в надежное место, потому что они будут удалены. На ПК вам нужно будет скачать два файла: образ и бесплатную программу. Ссылочка будет в описании. У меня она уже установлена. Справа выбираем букву вашей флешки. У меня в списке одна. Если у вас много, то не перепутайте. Букву можно узнать в проводнике. Левее жмем на папочку и выбираем наш образ. Готово. Теперь жмем в Write. Важно, все данные на флешке будут удалены. Соглашаемся. Все, флешка прошита. Теперь флешка отображается как неотформатированная, и ей пользоваться невозможно. Если она вам когда-нибудь понадобится для файлов, то просто форматируйте, и она должна работать как раньше. Теперь переходим к PS4. Тесты проводятся на фатке 1100 серии с прошивкой 9.0. Как обычно, переходим в браузер. Предварительно я перешел на эту страницу. Думаю, многие узнают ее по интерфейсу. Но если нужна ссылка, то перейдите в Instagram по ссылке в описании. Хотя, возможно, кто-то скинет ссылку на хост в комментариях. Нажимаем на кнопку GoldHand. Это нормально, на самом деле ничего не зависло. Так будет висеть 18 секунд. Появилось окно, где нас просит вставить прошитую флешку. Вставляем в левый крайний порт и ждем. На PS4 появилось сообщение, что USB устройство не поддерживается. Значит, все идет по плану. После того, как табличка пропала, ждем еще пару секунд и жмем ОК. Готово! Hand активирован. Весь процесс занял 42 секунды. Обязательно вынимаем флешку. Ошибок оперативной памяти нет благодаря стабильному WebKit-эксплойту от CSGO. Я уже тестировал активацию более 15 раз. Ни одного ребута или ошибки оперативной памяти. Но баги активации есть. Про них расскажу позже. Замки на приложениях пропали. В настройки зашло без проблем. Вверху уже виден пункт GoldHand. А в самом низу у нас, дебаг настройки. Вдумайтесь, это дебаг настройки на прошивке 9.0 с активацией, которая по стабильности находится между 5.05 и 6.72. Версии прошивки 9.0. 2 недели назад это была актуальная версия ПО на PS4. Хочу попробовать установить Homebrew приложение. Напомню, что такие приложения не имеют лицензии и распространяются свободно и бесплатно. Установка вообще без проблем. Никаких ошибок или глюков. Мое почтение. К сожалению, на данный момент Homebrew приложение и даже сам GoldHand не до конца адаптированы под работу на 9.0. Поэтому в сети есть комментарии и видео с вылетами приложений и другими глюками. В ближайшем будущем это поправят. Попробую запустить файловый менеджер. Сейчас тут стоит версия 1.30. У меня было видео про него, подсказка сверху. Если хотите, гляньте. Ну да, этого следовало ждать. Он не адаптирован для работы на 9.0, поэтому отображает кучу мусора, а не папки. И температура консоли вообще 2 градуса. Ну да, надо ждать обновления. Думаю, когда вы смотрите видео, оно уже вышло. Есть еще прикол с этим приложением. Если его запустить, то консоль уходит в ребут. И вообще с Homebrew сейчас это частая тема. Ждем обновления софта. Я пока позапускаю приложение от PS1 и PS2, лицензионные копии которых у меня имеются. И меня еще много раз спрашивали, будет ли что-то на 8-ю серию. Инсайдер сказал, что вполне вероятно, но стабильность будет хуже, чем на 9.0. Если что, то релиз 9.0 это результат раскола на сцене. Второй фронт, возможно, выкатит 8-ку. Но сами понимаете, это не точно. Да и зачем все это нужно, когда есть такая 9.0? Разве что 8-ка пригодится тем, у кого с
сломан привод, и они не могут обновиться. Как вы заметили, игра от PS1 запустилась нормально. Есть еще пару плюсов. Теперь те, кто застрял в Edu моде, могут из него выйти. Человек, который был в Edu моде на 8.03, уже писал мне по этому поводу. Ему надо обновиться до 9.0, и можно выходить. Кроме того, в 9.0 исправлена проблема CMOS батарейки, поэтому теперь это перестало быть проблемой. Даже со сбитым временем все будет работать. В общем, PS2 игра тоже работает. Когда адаптируют софт, будет вообще одна из лучших прошивок. Все работает шустро, везде все заходит, никаких глюков, вообще конфетка. Настало время теста режима покоя. Галочка «Приостановить приложение» на месте. На 7.55 режим покоя не работал без нее. Посмотрим, что будет тут. Никаких запущенных приложений нет. Вообще без понятия, чего ожидать. Мой девиз – слабоумие и отвага. Погнали. Вход в режим покоя длился стандартные 45 секунд. Консоль не выключилась. Уже хорошо. Запускаю ее с кнопки на геймпаде. И я был очень удивлен, когда за 16 секунд она вышла из сна. Раньше этот процесс длился около 50 секунд. Неужели 9.0 и тут уделал остальные версии прошивок? Да, видимо так и есть, потому что замков на приложениях нет. В настройках все пункты на месте. И Gold Hand, и дебаг настройки. Версия прошивки 9.0 не перестает меня удивлять. В общем, режим покоя работает. Это успех. После этого без перезагрузки запустил режим покоя с запущенной игрой. Все прошло хорошо. Решил это подснять и опять ввел ее в режим покоя. Но как всегда на камеру случился глюк. Появился синеватый экран и все. Ничего не происходило. Все зависло. Напомню, первые 2 раза все было хорошо. Видимо, сон не совсем стабилен. Так что не советую пока его использовать. Теперь про баги, которые я заметил. Первое. По сообщениям пользователей, если не вынимать флешку и перезагрузить консоль, то можно получить кирпич. Такие уже есть. Второе. Один раз зависла активация. Пришлось перезапускать. Ребута не было. Третье. Один раз после активации погас экран и вылетела ошибка программного обеспечения. Нажал круг и появилось главное меню с активированным хэном. Далее глюков не было. Четвертое. Один раз зависла после того, как вставил флешку. Я ее вынул и перезашел в браузер. После этого хэн сразу активировался без флешки. Видимо, взлом ядра уже подгрузился ранее. Всего было сделано примерно 20 запусков. Теперь кому стоит обновиться? В первую очередь тем, у кого 7.02 и 7.55. Разница в стабильности огромная. 9.0 намного лучше. А кто сидит на 5.05 или 6.72, обновляться не стоит. У вас и так все работает хорошо, и флешка не нужна. В общем, прошивка получилась стабильная. Это первый раз после 6.72, когда я рад, что обновился. Я же еще перед обновлением делал Enable Updates и замучился активировать хэн. Потом, когда первый раз запускал на 9.0, был в шоке от такой быстроты и безглючности. Чисто на контрасте. Теперь дело за разработчиками софта. Надеюсь, они смогут все сделать как надо. Огромное спасибо Памелу и Роману за донаты. От таких сумм мне даже не по себе. От души, ребят. Очень благодарен. Также спасибо Дмитрию, Ярикселу и Вижену за донаты. И отдельное спасибо за теплые слова. Я всегда открыт к диалогу. Есть мысли открыть группу в Телеграме. Надо подумать этот момент. Был приятно удивлен пополнению на Патреоне. Уже 7 человек. Всем очень рад. Огромное спасибо за поддержку. Если у вас есть какие-то вопросы, можете написать в мой инстаграм. Там я отвечаю на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.